Какие этапы в разработке программного обеспечения бывают? Что такое жизненный цикл разработки программного обеспечения или SDLC? Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Игорь, и вы снова на канале QLabs. Поехали! Итак, сегодня мы разберем детально все этапы жизненного цикла разработки программного обеспечения. Другими словами, его еще называют Software Development Life Cycle или сокращенно SDLC. Итак, что же это такое? Это по факту процесс, который обеспечивает создание программного обеспечения, его поддержку качества и работоспособности. SDLC состоит из этапов, которые описывают процесс создания программного обеспечения. Другими словами, на каждом шаге мы выполняем очень важный цикл задач и активностей, которые помогают дойти до финального этапа. Давайте разберемся с этим более детально. Итак, жизненный цикл разработки программного обеспечения или SDLC состоит из основных 6 этапов. Это требования, проектирование, разработка, тестирование, выпуск и поддержка. Итак, первый этап – требования. На этом этапе создаются и анализируются требования. Определяются также цели и сроки разработки, основываясь на требованиях. Также определяется технический план и состав команды, который необходим для реализации данного программного продукта, исходя из требований, которые предоставил заказчик. Второй этап – проектирование. На этом этапе определяется архитектура программного обеспечения. Дальше определяются языки программирования и другие технологии, которые помогают разрабатывать программное обеспечение. И определяются аппаратные компоненты системы, то есть хардвер, на котором все это будет работать. Третий этап – разработка. После того, как архитекторы и разработчики продумали компоненты и архитектуру программного обеспечения, далее все это попадает вместе с дизайном на этап разработки. На этапе разработки у нас происходит написание программного кода, то есть фактическая разработка программного обеспечения. На этом этапе мы ожидаем появления MVP или некой рабочей версии программного обеспечения, которую можно будет передать уже на дальнейшее тестирование и улучшение. После того, как появляется некая версия программного продукта, конечно же, она попадает на 4-ю стадию тестирования. Здесь мы можем и планировать процесс тестирования, если не сделали этого раньше. Также дополнительно анализируем требования и пишем по ним тесты. Тестируем программный продукт и находим в процессе тестирования дефекты. Оцениваем выходные критерии и создаем отчеты о пройденном процессе тестирования. И, конечно же, некие финальные активности по анализу пройденного процесса тестирования для улучшения его в будущем. После того, как процесс тестирования пройден и программный продукт соответствует всем требованиям и критериям, которые позволяют принять решение о выпуске программного обеспечения, происходит выпуск или релиз или поставка рабочей версии программного обеспечения конечным пользователям или заказчику. То есть идет прием и дальнейшая эксплуатация программного обеспечения. То есть тут будет связан ряд процессов, связанных с переносом программного обеспечения в среду, где он будет дальше работать, либо в целом появление в открытых источниках программного продукта для конечных потребителей. И последнее, конечно же, поддержка. То есть дальнейшая поддержка программного продукта и пользователей, которые будут использовать наш программный продукт. Также сюда может быть включена некая доработка нового функционала, изменение существующего функционала и также исправление дефектов, если они будут дополнительно найдены в продакшене. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных и интересных видео. А мы с вами увидимся в следующем выпуске.